Привет, друзья! С вами Макс, и я вас приветствую из прекрасного, теплого, солнечного города Алматы. Хочу в этом видео немного рассказать о моем переезде из России в Казахстан, ну и показать вам частично этот город. Ну, конечно, только кусок города, немножко рассказать о моем переезде. Надеюсь, что я сделаю несколько видео отсюда, удастся поговорить о разных вещах. Но давайте сейчас переключимся, чтобы вы видели все, что происходит впереди, и посмотрите, как выглядят улицы. Это то место, где я живу сейчас недалеко. Здесь небольшой рынок. Здесь, например, продается рыба, копченая рыба. Обожаю копченую рыбу. Здесь разные фрукты, огромное количество фруктов. Ну и мы пойдем в сторону солнца. Здесь, кстати, вообще можно увидеть горы. Их сейчас, к сожалению, не видно. Но вот там, если посмотреть вдаль, там огромные вершины гор, покрытые снегом и льдом. Это очень-очень красиво. Но, к сожалению, сейчас утро. Наверное, какой-то туман, и их практически не видно. Ну вот там можно увидеть очертания гор. Может быть, вы видите очертания гор. И давайте прогуляемся по этой улице. Здесь может быть немножко шумно, но тем не менее вы посмотрите, как выглядит Алматы. Вы уже знаете, что я говорил об этом в подкастах, о том, что... Ох, как здесь шумно. Я уже говорил в подкастах о том, что я переехал в Казахстан. Я рассказывал о том, как прошла поездка. Поездка была очень трудной, очень тяжелой, потому что огромные были пробки на границе. Мы ровно сутки сидели в машине и ждали очередь. То есть огромное количество было автомобилей. Но подробнее будет вот в этом подкасте, который вы сейчас видите на экране. Послушайте, там есть вся информация. Я сюда решил поехать после того, как в России объявили мобилизацию. Не потому, что меня бы призвали. Нет. Вернее, поэтому тоже, как сказать, я не подхожу по критериям. То есть по официальным критериям я вроде как не подхожу. Но, тем не менее, никто не знает, что будет дальше. И вообще я жил в Сербии. Потом я вернулся на некоторое время в Россию. Почему я это сделал, я расскажу, опять же, в отдельном подкасте. Подписывайтесь на подкаст, слушайте, там всегда свежая и более подробная информация. И я решил, что хватит неопределенности, постоянно все меняется. Сейчас еще мобилизация, и многие люди пойдут воевать. В общем, я решил в это время отправиться в путешествие. Назовем это так. В путешествие в степи в Казахстан. Дело в том, что билетов на самолеты после объявления мобилизации на следующий день билетов уже не было вообще никуда, почти ни за какие деньги. То есть за, может быть, 200-300 тысяч можно было куда-то улететь, но это огромные деньги. Вы их здесь увидите в долларах также. Поэтому я решил
взять все вещи нужные, упаковать их в машину и поехать в Казахстан. Ко мне присоединились два моих друга, и мы вместе поехали сюда. Вот. Это от Москвы до Алматы где-то 4000 километров. И вот эти 4000 километров мы проехали на машине. Смотрите, какие здесь прикольные стульчики, столики, открытые веранды. Это все-таки южный город, поэтому здесь достаточно много кафе с верандами. Люди сидят здесь, кушают. Это прикольно. Когда мы ехали Мы сейчас находимся на юге Казахстана, рядом с горами, но почти вся территория Казахстана — это степи. И вот когда мы ехали по степям, то мы, конечно, были в шоке, потому что было очень холодно, температура доходила до -5 градусов в сентябре, в сентябре, -5. И при этом дикий ветер, сильный такой шквальный ветер. Это было просто невообразимо. Мы надели зимние куртки, было очень холодно, но здесь, как вы видите, очень тепло. Днем плюс 20 градусов, но ночью температура опускается до плюс 5, плюс 10. То есть контраст. Здесь резко континентальный климат, поэтому контраст, очень контраст чувствуется. То тепло, то очень холодно. Что еще хочу сказать? Мы сейчас сняли жилье, сняли квартиру посуточно. То есть мы платим посуточно и живем, и ищем квартиру на длительный срок. Но понятно, что сейчас трактор. Но понятно, что сейчас это сделать крайне тяжело, потому что, по данным МВД Казахстана, за несколько дней буквально в Казахстан из России приехало примерно 200 тысяч человек, 200 тысяч россиян. Это огромное число, конечно же. Например, в городе Алматы живет, по-моему, 1,7 миллиона человек, поэтому городов больших не так много, поэтому, конечно, это огромное количество людей, да, они все приехали, все ищут жилье, и цены подскочили вообще до невероятных каких-то сумм. Например, $1000 это, в принципе, хорошо, если за $1000 ты сможешь снять квартиру. Раньше, конечно, до мобилизации, до массовой миграции такого, конечно, не было. Вот можно здесь посмотреть на Макдональдс, который здесь так и называется Макдональдс. Напомню, что в России Макдональдс сделал ребрендинг. Сейчас это «Вкусно и точка». Вот. А здесь есть Макдональдс. Здесь, в принципе, в Алматы и вообще в Казахстане нет никаких санкций, поэтому здесь работает все. Здесь есть все бренды, все магазины, вся инфраструктура, все очень удобно, все очень современно. По поводу, кстати, современности. Очень интересная штука, насколько здесь все цифровизировано. Вот мы сейчас будем проходить отделение местного банка. Банк называется Каспий. Наверное, потому что в Казахстане есть выход к Каспийскому морю. Наверное, поэтому назван Каспий. Да, Каспий. Каспий, так называют Каспийское море. Вот сейчас мы будем проходить банк. И если вы были в Китае или если вы живете в Китае, то вы наверняка знаете о такой платежной системе и мессенджере, как WeChat, Weixin. Вот точно то же самое, точно таким же образом работает Каспий. Это только не мессенджер, но это и
marketplace, это и банк, это и переводы, это и оплата по QR-коду. Это вот все можно сделать благодаря Каспи. Очень удобная система, все пользуются. И чтобы сделать банковскую карту, тебе нужно 15 минут. Есть специальные такие автоматы, которые тебе печатают карту мгновенно. То есть вообще уровень цифровизации в Казахстане поражает. Многие вещи здесь гораздо более, скажем так, цифровизированы, нежели в России. Ну, например, вот аналога Каспи в России, они есть, но все-таки не совсем так они работают. В общем, очень интересно. Вот здесь, кстати, Ланчжоу – это такой ресторан, кафе в китайском стиле. Там разная такая, ну, скажем, китайская еда. Она не совсем китайская, не аутентичная китайская еда, но очень похожая. Потому что, вы знаете, город Ланчжоу, он в Китае известен своей лапшой. И здесь тоже много лапши, и мы часто, каждый вечер ходим туда кушать, ужинать, потому что это очень вкусно, очень недорого и напоминает очень Китай. Не знаю, что буду делать дальше, если честно, потому что... Ой, здесь ступенька, и я промахнулся и ударился коленом. Колено болит. Не знаю, что пока я буду делать дальше, пока мы ищем жилье в Казахстане. Честно говоря, возвращаться в Россию нет никакого желания сейчас. Мы уже уезжали из России после начала войны по ряду причин, о которых я уже говорил много раз. Но мы потом вернулись. Почему мы вернулись, опять же, будет в подкасте. Обо всем этом буду рассказывать. И поэтому я сейчас чувствую, как будто какой-то день сурка. Опять что-то случилось глобальное, и опять ты переезжаешь. Хотя я уже не хотел никуда ездить, потому что этот год, не знаю, это просто год каких-то переездов. Уже просто я от этого устал. Но, тем не менее, я понимаю, что все. До тех пор, пока не будет какой-то хотя бы относительной ясности и определенности, я не хочу никуда ехать, я не хочу возвращаться в Россию, пытаться что-то планировать, потому что мы с Юлей очень многое планировали, но это было все бесполезно. Хотелось показать вам горы, но горы сегодня утром не хотят показываться. Ну что ж, друзья, не знаю, посмотрим, сколько времени я проведу здесь, что будет дальше, удастся ли найти жилье. Надеюсь, что удастся. Будем смотреть, будем думать и буду держать вас в курсе. Вот, на этом такой короткий ролик свой я заканчиваю и пойду дальше продолжать мониторить сайты по поиску жилья, чтобы все-таки снять жилье. А вам я предлагаю посмотреть на этих чудесных казахстанских котиков. Ну иди сюда, котик. Ну что, можно тебя погладить, котик? Ну ладно, ну вот. Котики не хотят, чтобы гладили.